Образно говоря, Буча, своя Буча, есть на всякой войне. Это неизбежно, потому что все войны состоят из одних и тех же деталей: мародерство, изнасилование, запах говна, солярки, расстрелы, грабежи, трупы, ну и немножко пострелять. Это суповой набор, из которого варится любая война. По-другому не бывает. Российская публика с воплем «фейк» попадала в обморок. Понятное дело, воспитана на пропагандистской фальши советского кино и шедевре пропаганды на Василии Теркине, она была убеждена, что уж кто-кто, а русский солдат не способен на такое. Хорошо. Пожалуйста, давайте посмотрим реальные, подлинные мемуары, воспоминания русских ветеранов Второй мировой войны. Можно взять, можно много взять мемуаров, можно взять Никулина, можно взять орденоносца Рабичева, дважды кавалер ордена Отечественной войны, Красная звезда у него и прочее. Мемуары Рабичева изданы, они в свободном доступе, не запрещены, не объявлены экстремистской литературой. Пожалуйста, хотите знать правду о поведении русского солдата, читайте эти мемуары. Я могу прочесть вам вот просто пару-тройку отрывков из этих совершенно официальных ветеранских мемуаров. В своей книге «Война все спишет» Рабичев подробно описывает поведение солдат СССР русских в освобождаемой Германии, тех самых воинов-освободителей. Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, сбрасывали в кюветы, на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми оттеснили в сторону стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек. Женщины, матери и их дочери лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами. Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся им на помощь их детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе. Кто посмеивается, а кто и дирижирует. Не круговая порука и вовсе не месть проклятым оккупантам этот адский смертельный групповой секс. Потрясенный, я сидел в кабине полуторки, шофер мой Демидов стоял в очереди. Тот полковник, что только что дирижировал, не выдерживает и сам, спустив штаны, занимает очередь. А майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков. До горизонта, между гор тряпья перевернутых тачек и повозок, трупы женщин, детей и стариков. Мы уезжаем, получаем команду расположиться на ночлег. Вот здесь ветеран описывает фольварк, выделенный подразделению во всех комнатах. Трупы стариков, женщин, детей, изнасилованных и застреленных женщин. Далее идет сцена изнасилования непосредственно двух девочек. Вы слушайте, это мемуары ветерана-орденоносца. На ступеньках дома стоит майор а два сержанта вывернули руки, согнули в 3 погибели тех самых 2 девочек, а напротив вся штаб-армейская прислуга. Шоферы, ординарцы, писари, посыльные. Там команды: взять девочек за руки, за ноги, юбки и блузки долой, в 2 шеренги становись, ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить, справа и слева по одному начиная. И командуют, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренге мои связисты, мой взвод. А 2 девочки лежат, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты, они уже не пытаются вырываться из рук 4 сержантов, а 5-й срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.
Выбежали из дома мои телефонистки, посмотрели смех и мат. А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови. А шеренгам, гоготу и мату нет конца. Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается. Гордо подбоченясь командует майор. Фамилия. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты. Майор А вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, после чего их утаскивают сержанта. Ну, вот дальше он описывает, как он обследует немецкие дома. На каждой из кровати, а их 3, лежат мертвые женщины, раздвинутыми ногами и бутылками. Ну, предположим, всех изнасиловали и застрелили. Подушки залиты кровью. Но откуда это желание, пишет Рабичев, садистское желание воткнуть бутылки? Наша пехота, наши танкисты, деревенские, городские ребята, у всех на родине семьи, матери, сестры. Я понимаю, пишет Рабичев. Убил в бою, если не убьешь, тебя убьют. Но здесь какая-то ужасная садистская игра. Что-то вроде соревнования, кто больше бутылок засунет. И ведь это в каждом доме. Нет, это не мы, пишет Рабичев. Не армейские связисты. Это пехотинцы, танкисты, минометчики. Они первыми заходили в дома. Ну и вот все остальное в таком же духе.